Прямо сейчас, в этот самый момент, когда вы смотрите это видео, происходит божественная встреча. Вы здесь не случайно. Вы не случайно наткнулись на эти слова. Нет, мои возлюбленные, вы здесь потому, что божественный призыв привел вас к этому моменту. Священный момент, когда сталкиваются небо и земля, когда голос Божий прорывается сквозь тьму ваших сомнений, а шепот божественной истины достигает глубин вашей души. Вы боретесь, не так ли? На ваших плечах лежит тяжесть, бремя в вашем сердце, пустота, которую, кажется, не заполнят никакие усилия. Финансовые проблемы кажутся бесконечными. Счета накапливаются быстрее, чем ваши доходы. Вы трудитесь без награды, вы сеете без урожая, и кажется, что двери возможностей закрыты, заперты и заперты перед вами. В вашем здоровье боль стала жестоким спутником. В вашем теле таится слабость, и вы задаетесь вопросом, наступит ли когда-нибудь исцеление. Ваш дух чувствует себя истощенным, ваша энергия истощена, ваша надежда угасает, как последний отблеск свечи, затерянной во тьме. Но даже за видимой борьбой внутри вас идет тихая, скрытая битва. Битва сердца, где каждый день сталкиваются страх и вера. Вы боитесь, что ваши лучшие дни остались позади. Вы боитесь, что Бог забыл вас. Вы боитесь, что рождены для страданий, что изобилие и благословение предназначены только для других, что процветание – это далекая мечта, к которой вы никогда не прикоснетесь. Ваши эмоции пострадали от неприятия, разочарования и неудачи. Люди, которым вы доверяли, ушли. Любовь, которую ты подарил, была отплачена предательством. Твои слезы пропитали твою подушку в ночной тишине, а улыбка, которую ты носишь, это маска, скрывающая агонию, которую ты терпишь. И все же вы здесь наблюдаете, слушаете, потому что глубоко внутри есть голос, который отказывается молчать, голос, который шепчет «должно быть что-то еще». Должен быть выход. Вы сейчас находитесь в Доме Божьем. Слушайте меня внимательно. Это не просто еще одно сообщение. Это божественная встреча. Это Бог обращается к вам, говорит с вами, называет ваше имя. Потому что, мой дорогой, Бог знает твою боль. Бог видит твои слезы. Бог понимает трудности, которые вы даже не можете выразить словами. Он знает тихие крики вашей души, разбитые мечты, которые вы похоронили, и молитвы, которые, как вы чувствуете, остались без ответа. Но я здесь, чтобы сказать вам сегодня, в этот священный момент, что ваша борьба – это еще не конец. Ваше страдание не ваша судьба. Ваша пустота – это не ваше будущее. Потому что у Бога, сотворившего небеса и землю, у Бога, вдохнувшего жизнь в ваше существо, есть план для вас. План изобилия, план исцеления, план божественной трансформации. Но прежде чем вы получите прорыв, прежде чем вы увидите чудо, вы должны понять эту истину. Вера – это ключ. Вера – это мост, который соединяет вас с благословениями Божьими. Вера – это свет, пробивающийся сквозь тьму. Вера – это семя, которое открывает урожай процветания, здоровья и радости. Не позволяйте врагу украсть вашу веру. Не позволяйте страху, сомнению или отчаянию заглушить семя веры в вашем сердце. Не позволяйте своей борьбе заставить вас забыть величие вашего Бога. Потому что Бог, который воскресил мертвых, успокоил бури, открыл слепым глазам, это тот же самый Бог, который собирается изменить вашу жизнь. Он тот же самый Бог, который собирается поднять вас от бедности к процветанию, от болезни к здоровью, от отчаяния к божественной радости. Ты чувствуешь это. В вашем духе происходит движение. В атмосфере происходят изменения. Небеса приближаются к вам. Ангелы отправляются с вашим чудом. Цепи ограничений рвутся. Тюремные двери долгов и нужды открываются. Божественное изобилие высвобождается в вашу жизнь.
Но вы должны верить. Вы должны держаться веры, как никогда раньше. Вы должны отказаться от поражения. Вы должны смело заявить: «Мой Бог со мной. Мой Бог за меня. Мой Бог, мой кормилец, мой целитель, мой избавитель». Слушайте внимательно, ведь это только начало. Я хочу, чтобы вы остались со мной, потому что то, что я открою в этом сообщении, является ключом к открытию двери процветания, исцеления и радости. Но прежде чем вы получите этот ключ, вы должны понять, как враг пытается лишить вас ваших благословений. Вы должны понять, как сомнения, страх и негативные слова использовались против вас, как цепи, чтобы сдерживать вас. Вы должны знать, как вырваться на свободу, как подняться, как завладеть наследием, которое принадлежит вам. Так что оставайся со мной. Продолжайте слушать. Потому что Бог еще не закончил с вами. На самом деле, ваши лучшие дни не только впереди, они гораздо ближе, чем вы можете себе представить. Чудеса, которых вы ждали, уже готовятся. Благословения, о которых вы молились, уже высвобождаются. Прорыв, к которому вы стремились, уже в пределах вашей досягаемости. Но прежде чем получить, вы должны подготовить свое сердце. Прежде чем увидеть урожай, вы должны посеять семя веры. И я здесь, чтобы показать вам, как это сделать. Я здесь, чтобы шаг за шагом вести вас от отчаяния к судьбе, от пустоты к изобилию, от печали к сверхъестественной радости. Прямо сейчас, когда вы слышите эти слова, ваша вера воспламеняется. Тьма, окружавшая вас, начинает давать трещины. Ложь врага замалчивается. Сомнения, сковывающие вас, рвутся. Потому что свет Божий сияет на вас. Вы избраны, вы призваны, вам уготовано величие. И ничто, я ничего не говорю, не может остановить благословение, которое Бог приготовил для тебя. Но это только начало. Оставайся со мной, потому что следующие слова, которые ты услышишь, навсегда изменят твою жизнь. Вы готовы? Готовы ли вы увидеть, что Бог приготовил для вас? Тогда продолжайте наблюдать, ведь ваше чудо ближе, чем вы думаете. Мой любимый ребенок, я знаю твою боль. Я знаю твою борьбу, твои страхи, твои молчаливые битвы. Я вижу ночи, когда сон – далекий сон, потому что твой разум – это буря забот. Я вижу утро, когда ты встаешь с тяжелым сердцем, сталкиваясь с одним и тем же бесконечным циклом времени. Ваши финансы подобны протекающему сосуду. Сколько бы ты ни работал, сколько бы ты ни экономил, кажется, что все ускользает сквозь пальцы. Ваше здоровье стало полем битвы, где боль – ваш постоянный противник. Вы молились, вы плакали, вы ждали, но прорыв казался далеким, почти как угасающая звезда вне вашей досягаемости. Но я хочу, чтобы вы услышали эту истину, позволили ей глубоко проникнуть в ваш дух, вы не одиноки. Вы не брошены. Я, Господь, Бог твой, видел слезы твои и слышал плач твой. Я был свидетелем страданий, которые вы пытались скрыть, молчаливой борьбы, о которой никто больше не знает. И я здесь, прямо сейчас, с тобой. Но вы должны понять кое-что, то, чего враг не хочет, чтобы вы знали. Ваша борьба не является признаком поражения, это знак приближающейся победы. Тьма, с которой вы столкнулись, это не конец, это прелюдия к вашему рассвету. Ибо я, твой Бог, не просто Бог гор и звезд, я Бог долин и теней. Я Бог, который стоит с тобой в бурю. Я Бог, который идет рядом с тобой через огонь. Я Бог, который несет тебя, когда ты больше не можешь идти. Но чтобы вы увидели это чудо, стали свидетелями этого божественного преобразования, вы должны понять силу веры. Вера – это не просто слово, это не просто эмоция. Вера – это оружие. Вера – это щит. Вера – это мост. Вера –
– это суть ожидаемого и доказательства невидимого. Вера – это ключ, который отпирает двери рая и высвобождает благословения, которые я приготовил для вас. И все же я вижу, как враг пытался разрушить вашу веру. Он прошептал ложь в ваш разум, говоря, что вы забыты, что ваши молитвы – пустые слова, что ваша борьба – доказательство того, что я покинул вас. Он использовал твои обстоятельства, чтобы заставить тебя усомниться в моей любви, заставить тебя усомниться в моей силе. Он усугубил ваши проблемы, чтобы заставить вас забыть величие вашего Бога. Он использовал неприятие людей, чтобы заставить вас усомниться в своей ценности. Но я здесь, чтобы разоблачить его ложь, разорвать цепи, которыми он оковал ваше сердце. Я здесь, чтобы сказать вам, что вас любят, что вы избраны, что вам суждено достичь величия. Ваши обстоятельства не определяют вас. Ваша боль не ограничивает вас. Ваша борьба не является вашей личностью. Ты дитя Всевышнего Бога. Вы – сосуд божественного предназначения. Вы наследник богатства небес. Но слушайте внимательно, ведь именно здесь начинается чудо. Вы должны подняться в вере. Вы должны встать посреди бури и заявить, что ваш Бог больше. Вы должны посмотреть на свой пустой кошелек, на свое ухудшающееся здоровье, на свои разрушенные отношения и говорить о жизни, говорить об исцелении, говорить о процветании. Ибо я дал тебе власть жизни и смерти на твоем языке. Я дал тебе власть приказывать горам двигаться, говорить с ветрами и волнами, и они должны повиноваться. Но эта власть действует только через веру. Нельзя говорить о поражении и ожидать победы. Вы не можете говорить о страхе и ожидать мужества. Вы не можете говорить о недостатке и ожидать изобилия. С этого момента берегите свои слова. Говори только то, что соответствует моему обещанию. Провозгласите, что вы благословлены. Провозгласите, что вы исцелены. Заявите, что вы процветаете. И это секрет, который мало кто понимает. Ваша вера – это не просто убеждение в вашем сердце, это семя, которое вы должны посеять своими словами и действиями. Каждый раз, когда вы решаете довериться мне, каждый раз, когда вы решаете хвалить меня посреди своей боли, каждый раз, когда вы решаете отдавать, даже когда чувствуете, что у вас ничего нет, вы сеете семя. Семя, которое вырастет, семя, которое принесет урожай чудес, урожай изобилия. Но не обманывайтесь ложью врага. Он попытается заставить вас усомниться, заставить вас сдаться прямо перед прорывом. Он сделает тьму еще темнее, а борьбу еще тяжелее. Но это только потому, что он знает, что твое чудо близко. Он знает, что ваше благословение находится по другую сторону вашей веры. Не сдавайся. Не поворачивайтесь назад. Не позволяйте обстоятельствам заглушить вашу похвалу. Я Бог, который прокладывает путь там, где пути нет. Я Бог, извлекающий воду из скалы, посылающий манну в пустыню, превращающий сухие кости в армию. Я Бог, превращающий траур в танец, дарующий красоту пеплу, заменяющий отчаяние радостью. Но вы должны верить. Вы должны верить, что даже когда вы этого не видите, я работаю. Даже когда вы этого не чувствуете, я двигаюсь. Даже когда мир говорит, что это невозможно, я Бог невозможного. И я поставил перед вами дверь благословений, дверь исцеления, дверь изобилия. Но открыть эту дверь можно только верой. Не своей силой, не своей мудростью, а верой. И это твой момент. Это ваше время. Прямо сейчас, когда вы слушаете мои слова, в духе происходит сдвиг. Цепи сомнений рвутся. Тьма страха рассеивается. Мой свет сияет на тебя. Мои ангелы действуют ради тебя. Но вы должны это получить. Откройте свое сердце. Откройте свой дух. Поднимите руки и скажите: «Господь, и я верю».
Господь, я получаю. Я получаю Твое благословение. Я получаю Твое исцеление. Я получаю Твое изобилие. Говори это, потому что Твои слова имеют силу. Заявите об этом, потому что ваша вера сдвигает горы. Не позволяйте этому моменту пройти мимо вас. Не позволяйте этой божественной встрече быть просто еще одним посланием. Сделайте это своим поворотным моментом. Сделайте это моментом трансформации. Потому что я занес тебя так далеко не для того, чтобы оставить тебя. Я показал вам свой свет не для того, чтобы позволить вам идти во тьме. Я говорил с вами сегодня не только для того, чтобы вы продолжали свою борьбу. Нет, я пришел освободить тебя. Я пришел исцелить тебя. Я пришел, чтобы принести вам процветание. Но вы должны подняться в вере. Вы должны поверить, что я тот, кто я говорю. Вы должны поверить, что я ваш кормилец, ваш целитель, ваш защитник, ваш избавитель. И если вы будете стоять с верой, если вы будете говорить с верой, если вы будете жить с верой, вы увидите мою славу. Ты увидишь мою силу. Вы увидите, как мои благословения переполнят вашу жизнь. Но это только начало. Ибо есть еще кое-что, что я открою вам. Есть секрет, который откроет дверь к еще большим благословениям. Откровение, которое навсегда изменит вашу жизнь. Остаться со мной. Не отворачивайтесь. Потому что следующие слова, которые вы услышите, будут ключом, который вы искали. Ключ, который откроет благословение небес в вашей жизни. Вы готовы? Тогда продолжайте наблюдать, ведь ваше чудо ближе, чем вы думаете. Есть история, правдивая история, которую вы должны услышать. История, которая откроет вам глаза, которая зажжет вашу веру, которая покажет вам непреодолимую силу Божью среди невозможных обстоятельств. Это история человека по имени Иов. Возможно, вы слышали о нем, но сегодня вы увидите его жизнь через новую призму, через божественное откровение, которое будет напрямую относиться к вашей ситуации. Иов был человеком, благословленным безмерно. Его жизнь была переполнена изобилием. У него было богатство, которое простиралось настолько далеко, насколько мог видеть глаз, скот, покрывавший поле, слуги, которые заботились о его нуждах, и любящая семья, которая приносила радость его сердцу. Он был известен как праведный человек, человек непорочный, человек, боявшийся Бога. Но в одно мгновение все изменилось. В один темный день ветра бедствий пронеслись по его жизни. В считанные мгновения его богатство было украдено, его скот зарезан, его слуги убиты, что хуже всего, его любимые дети погибли в результате внезапной и ужасной катастрофы. Как будто этого было недостаточно, его собственное здоровье было подорвано. Болезненные нарывы покрыли его тело, силы угасли, а страдания стали зрелищем для тех, кто когда-то уважал его. Его друзья превратились в обвинителей, жена произнесла слова сомнения, а некогда радостный дом стал местом печали. Иов сидел среди пепла, сломленный, раненый, один. Он был человеком, познавшим вкус изобилия, но теперь испивший из горькой чаши потерь. Вам это кажется знакомым? Кажется ли вам, что ваша жизнь представляла собой череду растущих надежд, за которыми следовали сокрушительные поражения? Вы видели, как рушатся ваши мечты, разрушаются отношения, истощаются ваши финансы? Познали ли вы боль предательства, одиночество отвержения, тяжесть болезни, тьму отчаяния? Задумывались ли вы, как Иов, почему ваша жизнь, когда-то столь многообещающая, стала местом боли? Взывал ли ты к Богу в ночной тишине, спрашивая: «Почему, Господь? Почему я? Почему сейчас?» Чувствовали ли вы, что само небо замолчало, что ваши молитвы остались без ответа, что ваша вера оказалась напрасной? Если да, то вы стоите там, где стоял Иов.
Но вы должны знать следующее: страдания Иова не были концом его истории. И ваши страдания – это еще не конец. Потому что посреди своей боли Иов сделал что-то, что противоречило логике мира. Он не проклинал Бога. Он не поддался отчаянию. Он не отказался от своей веры. Даже когда его сердце было разбито, даже когда его тело было покрыто ранами, даже когда его слезы пропитали пепел, на котором он сидел, Иов заявил: «Хотя он убьет меня, но я уповаю на него». Вы это слышали? «Хоть он и убьет меня, но я буду доверять ему». Это не слова побежденного человека. Это слова человека, постигшего тайну веры. Человек, который знал, что даже в самую темную ночь сияет свет Божьего обетования. Человек, который знал, что даже в долине смерти Бог жизни идет рядом с ним. И благодаря этой вере, благодаря тому, что Иов сохранил свою веру в Бога, даже когда все вокруг него рушилось, произошло чудо. Бог не просто восстановил Иова. Он не просто исцелил свое тело. Он не просто вернул утраченное. Нет, Бог воздал Иову вдвое за его беду. Удвойте богатство, удвойте радость, удвойте благословение. Все, что он потерял, было не только восстановлено, но и приумножено. Его история не закончилась трагедией, оно закончилось триумфом. И это, мои возлюбленные, и есть тайна, которую вы должны усвоить. Секрет, который изменит вашу жизнь. Вера – это не просто верить, когда все идет хорошо. Вера стоит твердо, когда все рушатся. Вера говорит о жизни, когда ты окружен смертью. Вера – это видеть свет Божий, когда вокруг тьма. Вера – это уверенность в том, что ваш Бог больше, чем ваши проблемы, больше, чем ваша боль, больше, чем ваше прошлое. Так что насчет тебя. Будешь ли ты как Иов? Выберете ли вы довериться Богу, даже если мир скажет вам сдаться? Сможете ли вы произнести благословение, даже если ваши обстоятельства кажутся проклятием? Выберете ли вы верить в изобилие, даже если ваш банковский счет пуст? Будете ли вы заявлять, что Бог – ваш целитель, даже когда болезнь охватит ваше тело? Будете ли вы говорить о жизни своей семьи, даже когда вас окружает конфликт? Потому что, если вы будете стоять в вере, если вы провозгласите своими устами «Мой Бог со мной», «Мой Бог за меня», «Мой Бог восстановит меня», тогда вы увидите чудо. Как и Иов, вы увидите, как рука Божья превратит вашу боль в процветание. Вы увидите, как тьма вашей борьбы превратится в свет вашего свидетельства. Видите ли, враг думал, что если он сможет забрать у Иова все, он заберет веру Иова. Он думал, что если сможет наполнить жизнь Иова страданиями, он наполнит сердце Иова сомнением. Но он ошибался. Потому что вера Иова не была основана на его благословениях, оно было построено на его Боге. И точно так же враг пытался сломить вас. Он использовал финансовые проблемы, чтобы заставить вас чувствовать себя никчемным. Он использовал болезнь, чтобы заставить вас чувствовать себя безнадежно. Он использовал отказ, чтобы заставить вас чувствовать себя нелюбимым. Но сегодня его ложь раскрыта. Сегодня цепи, которыми он обернул ваше сердце, разорваны. Сегодня вы будете стоять, как Иов, заявляя: «Хотя я окружен борьбой, я буду полагаться на моего Бога. Хотя меня будут теснить со всех сторон, я не буду раздавлен. Хотя я иду по долине, я не убоюсь зла, ибо Бог со мной». И благодаря вашей вере грядет божественный поворот. Подобно тому, как Иов получил за свою беду двойную порцию, так и вы увидите двойную порцию благословения. Там, где вы познали недостаток, вы познаете изобилие. Там, где вы познали боль, вы познаете исцеление. Там, где вы познали отвержение, вы познаете божественную милость. Там, где вы познали отчаяние, вы познаете переполняющую радость. Ваша борьба,
это не конец, это подготовка для ваших показаний. Ваша боль – это не наказание, это платформа для Божьей силы. Ваша потеря – это не поражение, это начало вашего божественного восстановления. Но вы должны выбрать. Вы должны решить верить. Вы должны решить стоять в вере. Вы должны решить говорить о жизни, провозглашать благословение, держаться обетования Божьего, даже когда все вокруг кажется безнадежным. Ибо так же, как Бог сделал для Иова, Он готов сделать и для вас. Он готов открыть небесные окна и излить благословение, которое вы не сможете вместить. Он готов вернуть украденное врагом. Он готов исцелить ваше тело, наладить ваши отношения, наполнить вашу жизнь радостью и покоем. Но ты должен держаться. Вы должны верить. Вы должны заявить: «Мой Бог верен. Мой Бог силен. Мой Бог со мной». Это ваш поворотный момент. Это ваш момент трансформации. Это час, когда тьма должна уйти, когда цепи должны разорваться, когда благословения небес начнут изливаться в вашу жизнь. Но это только начало. И есть еще кое-что, что вам следует знать. Существует секрет, который откроет дверь к еще большим благословениям откровения, которое зажжет вашу веру и высвободит сверхъестественное в вашей жизни. Так что оставайся со мной. Не отворачивайтесь. Потому что следующие слова, которые вы услышите, приведут вас от веры к полноте, от борьбы к силе, от недостатка к избытку. Вы готовы? Тогда продолжайте наблюдать, ведь ваше чудо ближе, чем вы думаете. Послушай меня, мое любимое дитя, потому что то, что ты сейчас услышишь, изменит все. Существует тайна, божественное откровение, истина, настолько могущественная, что она может полностью изменить вашу жизнь. Это тайна, которая превратила жизнь Иова из трагедии в триумф. Это тайна, которая принесла свет во тьму, изобилие в пустоту, исцеление в разбитость. И этот же секрет вот-вот откроет дверь благословений, исцеления и процветания в вашей жизни. Но прежде чем я открою это вам, вы должны подготовить свое сердце. Вы должны заглушить голос сомнения, отбросить оковы страха и открыть свой дух для получения. Потому что то, что я покажу вам, это не просто еще одно послание, это божественный ключ, который откроет вам полноту Божьих благословений. Помните ли вы, как изменилась история Иова? Это произошло не только из-за его страданий и не просто из-за его выносливости. Все изменилось, потому что посреди своих страданий Иов сделал что-то, что бросило вызов окружавшей его тьме. Он молился. Но не только для себя. Иов молился за своих друзей, тех самых, которые обвиняли его, осуждали и неправильно понимали его. Он молился за тех, кто причинил ему боль. Он молился за тех, кто его подвел. И в этот момент самоотверженной молитвы произошло нечто сверхъестественное. Небеса открылись. Цепи потерь были разорваны. Тюрьма страданий была разрушена. Бог восстановил Иова. Не частично, не чуть-чуть, а полностью и с двойной порцией благ. Вы понимаете, что это значит? Видите ли вы силу этого откровения? Секрет вашего прорыва – ключ к вашему процветанию в ваших молитвах, не только молитвах за себя, но и молитвах, которые вы возносите за других. Молитвы, исходящие из сердца прощения. Молитвы, исходящие из духа милосердия. Молитвы, отражающие сердце Бога. Потому что, видите ли, когда вы молитесь за других, вы сеете семя. Семя, которое принесет урожай в вашей жизни. Семя, которое будет размножаться и переливаться. Семя, которое высвободит благословение, превосходящее все, что вы могли себе представить. Но недостаточно просто произнести слова. Вы должны молиться с верой. Вы должны молиться с любовью.
Вы должны молиться сердцем, свободным от горечи, свободным от обиды, свободным от яда непрощения. Но вы можете спросить: как я могу простить тех, кто причинил мне боль? Как я могу молиться за тех, кто меня предал? Как я могу благословить тех, кто проклял меня? Я знаю, что это непросто. Я знаю, что раны глубокие. Я знаю, что шрамы настоящие. Но я также знаю следующее: непрощение – это тюрьма, а ты – узник. Обида – это цепь, и она связывает вас. Но когда вы решаете простить, вы не освобождаете их, вы освобождаете себя. Когда вы решаете молиться за тех, кто причинил вам боль, вы разрываете цепи, которые удерживали ваше благословение в плену. Вы открываете дверь для божественного изобилия, которое войдет в вашу жизнь. Рассмотрим слова Иисуса на кресте. Что Он сделал в момент Его величайших страданий, в час Его глубочайшей боли? Он молился. Он молился за тех, кто смеялся над Ним, за тех, кто Его распинал, за тех, кто предал Его. «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». И в этот момент произошло величайшее чудо из всех, чудо спасения, чудо вечной жизни. Потому что прощение – это дверь к божественному. Прощение – основа веры. Прощение – это сила, которая превращает вашу боль в процветание, ваши страдания в силу, ваши потери в наследие благословений. Итак, я спрашиваю вас сейчас, кого вам нужно простить? Кто причинил тебе боль? Кто предал тебя? Кто говорил против вас? Кто причинил вам боль? Не позволяйте их действиям стать цепями вокруг вашей души. Не позволяйте их словам стать проклятием для вашей жизни. Не позволяйте тьме горечи заслонить свет Божьих благословений. Прямо сейчас, где бы вы ни находились, я хочу, чтобы вы произнесли их имена. Говорите их с сердцем, готовым простить. Говорите их с духом, готовым высвободиться. Скажите: «Я прощаю тебя. Я благословляю тебя. Я освобождаю тебя». Не потому, что они этого заслуживают, а потому, что вы заслуживаете свободы. Потому что ваше сердце должно быть сосудом веры, сосудом любви, сосудом божественной силы. Но на этом все не заканчивается. Вы должны не только простить, вы должны молиться. Вы должны стоять в проломе. Вы должны стать каналом благословения даже для тех, кто причинил вам боль. Потому что, поступая так, вы не только благословляете их, но и открываете свое собственное чудо. Когда вы молитесь об их исцелении, вы получите исцеление. Молясь об их процветании, вы получите процветание. Когда вы молитесь об их мире, вы получите мир. Это божественная тайна. Это сверхъестественная тайна. Потому что сердце, которое молится за других, это сердце, которое получает величайшее благословение. И есть еще одна истина, которую вы должны усвоить. Слова, которые вы говорите, это семена. Ваши молитвы – это семена. Ваши декларации – это семена. Если вы говорите о поражении, вы пожнете поражение. Если вы говорите о страхе, вы пожнете страх. Но если вы говорите благословение, если вы провозглашаете изобилие, если вы провозглашаете здоровье, если вы высвобождаете прощение, то урожай, который вы получите, будет урожаем чудес. Вот почему вы должны следить за своими словами. Не говорите так, как говорит мир. Не проклинайте обстоятельства. Не жалуйтесь на свои трудности. Не преувеличивайте свои проблемы. Вместо этого возвеличьте своего Бога. Провозгласите: «Я благословлен. Я исцелен. Я процветаю. Я прощен, и я прощаю». Это слова, которые откроют двери рая в вашей жизни. Мои возлюбленные, это ваш момент. Это ваш поворотный момент. Когда вы отпускаете прощение,
цепи падают. Когда вы произносите благословение, тьма рассеивается. Когда вы молитесь за других, небеса открываются. Но вы не должны останавливаться на достигнутом. Ибо благословения Божии не на мгновение, они на всю жизнь. Вы должны ходить с верой, жить с верой, говорить с верой и стоять с верой. Не позволяйте врагу обмануть вас. Не позволяйте обстоятельствам заглушить вашу похвалу. Не позволяйте боли отравить ваш дух. Ибо я, Господь, Бог твой, поставил перед тобой дверь благословения, и никто не может затворить ее. Но вы должны пройти через это. Вы должны подняться в вере. Вы должны провозглашать обетование Божье. Вы должны прощать, вы должны молиться, вы должны верить. Это еще не конец. Это начало. Ваша история переписывается. Ваша жизнь преображается. Ваше будущее восстанавливается. Но есть еще одно откровение, которое вы должны знать. Еще одна истина, которая приведет вас от веры к полноте, от надежды к жатве, от борьбы к сверхъестественному изобилию. Так что не отворачивайтесь. Не позволяйте этому божественному моменту пройти мимо вас. Потому что следующие слова, которые вы услышите, завершат уже начавшуюся трансформацию. Вы готовы. Тогда продолжайте наблюдать, ведь ваше чудо ближе, чем вы думаете. Послушай, мое любимое дитя, ведь то, что ты собираешься получить, это не просто послание, но божественное послание. Благословение, которое будет течь в каждый уголок вашей жизни. Благословение, которое коснется ваших финансов, вашего здоровья, ваших отношений и вашей судьбы. Потому что я, Господь, Бог твой, видел твою борьбу. Я видел, как вы шли по долине отчаяния, как вы боролись с тьмой страха, как вы боролись с цепями нужды. Я видел тихие слезы, которые ты плакал, шепот молитв, которые, казалось, исчезли в ночи. Я услышал крик твоего сердца и пришел сказать тебе, что период твоих страданий закончился. Твой сезон позора закончился. Ваш сезон нехватки закончился. Ибо я Бог трансформации. Я Бог чудес. Я Бог изобилия. Но вы должны понять следующее: благословения, которые я приготовил для вас, необыкновенны. Это не те благословения, которые мир может дать или отнять. Они не зависят от экономики, не ограничены вашим образованием, не контролируются вашими обстоятельствами. Это божественные благословения, сверхъестественные благословения, вечные благословения, которые исходят прямо от моего престола. Ибо я провозгласил, что вы благословенны. Я назвал тебя благословенным. Я избрал тебя сосудом моей славы, орудием моей благости, получателем моего богатства. И ничто, ни демон, ни тьма, без сомнения, не может остановить благословение, которое я предназначил для вашей жизни. Но слушайте внимательно, потому что именно здесь многие терпят неудачу. Они молятся о благословениях, но говорят слова сомнения. Они просят процветания, но признаются в недостатке. Они ищут исцеления, но объявляют болезнь. Они желают изобилия, но сеют семена страха и негатива. Но я здесь, чтобы сказать вам, что ваши слова – это ключи, которые откроют ваше благословение. Ваши декларации – это семена, из которых вырастет ваш урожай. Нельзя говорить о поражении и ожидать победы. Вы не можете говорить о страхе и ожидать веры. Вы не можете говорить о недостатке и ожидать изобилия. Поэтому с этого момента я хочу, чтобы вы изменили свой язык. Я хочу, чтобы вы говорили как тот, кто благословлен, как тот, кто исцелен, как тот, кто процветает. Я процветаю во всех сферах своей жизни. Я дитя Всевышнего Бога. Я окружен божественной защитой. Я хожу в свете Божьего благоволения. Меня выбрали. Это не просто слово.
Они являются декларацией вашей божественной идентичности. Они являются провозглашением вашего завета со Всевышним. Они – ключ, который откроет дверь благословений в вашу жизнь. Но есть еще кое-что, что вы должны знать. Божественные благословения – это не только получение, но и становление. Я не просто призываю вас получить благословение, я призываю вас быть благословением. Ибо я избрал тебя не просто для того, чтобы получить, я выбрал тебя, чтобы переполниться. Я призвал вас быть не вместилищем благословений, а каналом благословений. И чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Чем больше вы благословляете других, тем больше я благословляю вас. Чем больше вы сеете с верой, тем больше будет ваш урожай. Таков божественный закон царства. Давайте, и дастся вам мера добрая, утрясенная и переполненная. Так что же вы будете делать с благословениями, которые я собираюсь излить в вашу жизнь? Будете ли вы крепко держать их, боясь потерять? Или ты отпустишь их, зная, что я твой источник, и мой запас никогда не иссякает? Будете ли вы сеять семена веры даже в трудные времена? Будете ли вы давать нуждающимся, даже если ваши руки пусты? Потому что секрет сверхъестественного процветания заключается в следующем: что вы высвободите, я умножу. Что вы дадите, я приумножу. То, что ты посадишь, я заставлю вырасти. И именно поэтому враг так упорно боролся, чтобы держать вас в страхе. Вот почему он пытался убедить вас, что вы одиноки, что вы забыты, что вы должны цепляться за то немногое, что у вас есть. Но он лжец. Он обманщик. Потому что я с тобой. Я ваш провайдер. Я твой источник. Я твой щит и твоя награда. Посмотрите на мир вокруг вас. Солнце всходит каждое утро обязательно. Дождь падает и питает землю. Деревья приносят плоды в свое время. Птицы небесные не беспокоятся, но они сыты. Цветы полевые не трудятся, но облачены в красоту. И разве ты не стоишь больше этого? Разве ты не дороже в моих глазах всех сокровищ земли? Если я забочусь о воробьях, разве я не забочусь о вас? Если я обеспечу лилии, разве я не обеспечу тебя? Так что не бойтесь. Не сомневайтесь. Не позволяй голосу недостатка заглушить голос моего обещания. Ибо я Бог изобилия. Я Бог, превращающий воду в вино, умножающий хлебы и рыбу, говорящий и горы двигающиеся. И я сейчас говорю над вами. Я заявляю, что ваши дни нужды прошли. Я заявляю, что ваш сезон борьбы подходит к концу. Я заявляю, что божественное процветание – это ваша доля. Но вы должны верить. Вы должны получить. Вы должны это заявить. И вы должны идти в нем. Каждое утро, просыпаясь, благословляйте свою жизнь. Каждую ночь, когда вы спите, благодарите меня за мое обеспечение. В любой ситуации, хорошей или плохой, заявляйте, что вы благословлены, что вы пользуетесь благосклонностью, что вы процветаете. Потому что вера – это не просто чувство, это образ жизни. Это выбор. Это декларация. И именно эта вера откроет дверь изобилия в вашу жизнь. Моя возлюбленная, я еще не закончил с тобой. Я не закончил благословлять вас. На самом деле, то, что вы увидели, это только начало. Великие благословения уже в пути. Высвобождается большая благосклонность. Перед вами открываются великие двери. Но я хочу, чтобы вы стояли в вере. Я хочу, чтобы вы говорили с верой. Я хочу, чтобы вы жили в вере. И когда вы это сделаете, вы увидите мою доброту. Ты увидишь мою силу. Вы увидите избыток моего изобилия в вашей жизни. Потому что я не просто Бог достаточного, я Бог более чем достаточного.
Я не просто Бог выживания, я Бог избытка. Но не останавливайтесь на достигнутом. Есть еще одно откровение, которое завершит трансформацию вашей жизни. Одна последняя истина, которая приведет вас от веры к осуществлению, от обещания к обладанию, от недостатка к безграничному изобилию. Так что не отворачивайтесь. Не пропустите то, что грядет. Потому что следующие слова, которые вы услышите, станут последним ключом к вашему сверхъестественному процветанию. Вы готовы? Тогда продолжайте наблюдать, ведь ваше чудо ближе, чем вы думаете. Но я не хочу, чтобы вы здесь останавливались. Эту силу провозглашения нужно использовать не только для себя, ее нужно использовать и для других. Вы должны стать голосом благословения в жизни окружающих вас людей. Расскажите о жизни своей семье. Говорите о процветании своим друзьям. Проговаривайте исцеление над больными. Говорите радость над разбитым сердцем. Ибо, став каналом благословения, вы станете сосудом изобилия. И чем больше вы благословляете, тем больше вы будете благословлены. Чем больше вы провозглашаете, тем больше вы получите. Чем больше вы сеете слов веры, тем большим будет ваш урожай. И теперь, мои возлюбленные, пришло время вам применить это откровение на практике. Настало время вам говорить. Пришло время вам заявить. Прямо сейчас, где бы вы ни находились, я хочу, чтобы вы открыли уста и провозгласили обетование Божье. Не шепчите, говорите смело. Не стесняйтесь, говорите с верой. Скажите: «Я благословлен. Я исцелен. Я процветаю. Я дитя Божье. Никакое оружие, созданное против меня, не будет процветать. Мой Бог удовлетворяет все мои нужды. Моя семья защищена. Мой дом благословлен. Мое будущее славно». Пусть эти слова льются из вашего сердца. Пусть они поднимутся, как фимиам, перед моим престолом. Пусть они станут песней вашей души, исповеданием вашего духа, языком вашей жизни. И пока вы говорите, небеса слушают. Как вы заявляете, ангелы движутся. Как вы заявляете, атмосфера вокруг вас меняется. Ибо я Бог, который наблюдает за моим словом, чтобы исполнить его. Я Бог, который не может лгать. Я Бог, который чтит веру. И когда вы провозглашаете мои обещания, вы увидите их проявление в своей жизни. Это ваш поворотный момент. Это ваш момент трансформации. Это час, когда небеса откроются и благословения Божьи начнут изливаться в вашу жизнь. Но это еще не конец. Ибо есть один заключительный акт, который скрепит этот завет, который завершит эту божественную встречу, который высвободит сверхъестественный прорыв в вашей жизни. И это молитва веры. Молитва, которая станет воротами к вашему чуду. Молитва, которая вернет небо на землю. Так что оставайся со мной. Не отворачивайтесь. Потому что следующие слова, которые вы услышите, станут последним ключом, который откроет ваше чудо. Вы готовы? Тогда продолжайте наблюдать, ведь ваше чудо ближе, чем вы.